Всім привіт! З вами Карина Чернявська та програма «Тримайтесь там». З нашої останньої зустрічі минуло 2 тижні. За цей час сталося багато подій, і в цій передачі ми коротко про них поговоримо. Але почати хотілося б із цифр. Виявляється, 35% росіян вважають, що сонце обертається навколо Землі, а чи не навпаки. Понад 80% заявили про довіру до президента Росії. А разом це 115% інтелектуального ресурсу Росії, що на 115% більше за реальний інтелект, і це нормально. Меня в бессознательном состоянии вынесли с поля боя с многочисленными ранениями. Ампутировали ступню. Ну, это нормально. Я думаю, просто не должно. Якщо, звичайно, вважати нормальним те, що показують по рашистському ТБ. Правда, один художник з Єкатеринбургу висловив думку про федеральні канали. Але таких людей у Росії бачимо мало. Частина поїхала, а частина сидить. Тож, на нашій передачі лежить відповідальність подивитися та засумніватися у нормальності російської влади. Поїхали! Одна из главных новостей этого лета. Путина атаковали комары. Но только в майские праздники у нас прошло около 100 тысяч человек. Вот, поэтому договорились о том, чтобы в рамках вашего поручения, опять же, построить развязку в Кронштадте. Нас поддержал Марат Шакирзянович. Много всего видно, ну и помимо этого есть свежий ветер, хоть и вечером достаточно много комаров. Но брызгаются, спасаются так. Это первый случай в истории, когда комары атаковали моль. И, видимо, теперь в мире насекомых назревает переворот. А эта теория, скажу я вам, не хуже, чем все те комментаторы, которые посыпались в пабликах под этим видео. Диванные аналитики и эксперты по военным конфликтам, экономике, карибскому кризису, вакцинотерапии резко стали специалистами по моторике и нейрохирургии. Диагноз был поставлен. У Путина не функционирует правая рука. Боже мой! Человек, которого называют правой рукой Путина, Дмитрий Песков, тут же опроверг это утверждение, появившись в кадре на своих ногах. Из этого наша экспертная группа по дисфункции руки оргчеловека, сокращенно ДРОЧ, сделала ошеломляющий вывод. Песков не правая, а левая рука Путина. А если его еще и отсидеть, то он не перестанет удивлять. Что же с правой рукой, спросите вы? Ответ очевиден. Она не настоящая. Войско взбунтовалось. Говорят, царь не настоящий. У каждого чекиста есть запасная рука. Настоящая спрятана в пальто, в ней наган. И в случае опасности Путин будет отстреливаться. Жаль, что комары не являются опасностью, ведь в этом случае он бы выстрелил себе в висок, и мир бы выдохнул с облегчением. Ишь, размечтался. Хотя Россия, мать ее, непредсказуема, как желудок после слив с молоком. Сложно сказать, как ее пронесет и кто придет на место этой старой моли. Вероятно, это будет медведь-шатун. Медведь-шатун – это тот, который не вовремя вышел из спячки или, как в случае с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, подобрал код и вновь сорвался. Только этим можно объяснить запойную графоманию Димона. Андрей, я Алкач. Алкач. Если вы не в курсе, то знаете, что в ночь на 2 августа, в преддверии праздника ВДВ, когда пьют много водки и купаются в фонтанах, он просто выпил много водки и выдал на своей странице ВКонтакте пост, в котором рассуждает о восстановлении границ и высказывается о странах-соседях. Вкратце. Грузии не существовало, Казахстана тоже не было. Их придумала барабанная дробь. Кто? Правильно, Россия. Ну кто бы сомневался. И скоро все вокруг, вот, по их мнению, будет СССР. Это если вкратце. Позже занял 3 страницы А4. Немного статистики. Самое повторяющееся слово – империя. Самая повторяющаяся фамилия – Путин. И самый повторяющийся предлог – за. Самый лучший напиток, по мнению Медведева, это водка.
Товарищ Верховный главнокомандующий, командир первого взвода, второй роты сборов, лейтенант Матвиенко. Здравия желаю. Нормально. Как рассказал помощник Медведева, его страницу взломали. Но давайте будем честны. В России много людей, чью судьбу сломал этот 40-градусный напиток. Злые языки говорят, что, судя по риторике Медведева, его пророчат в лидеры ЛДПР. Мол, после смерти Жириновского пост остается вакантным. И там как раз не хватает лидера с алкобезумикой, который мог бы повернуть ось Земли на пару градусов или промочить ноги в Индийском океане. Если и дальше так пойдет, скоро в аббревиатуре партии ЛДПР появится дополнительная буква «З». Сейчас в России это модно. ЛДПЗР. Любит Димка прибухивать за Россию. Деньги на эти цели запланированы. Деньги есть. Но ни одному Медведеву границы СССР вскружили голову. Министр обороны России Сергей Шойгу в обращении к военному и политическому руководству России заявил, что все это временно. Мы были абсолютно убеждены в том, что все это временно. И наша страна опять будет большой и сильной, и опять будет Советский Союз, и никто никуда не уйдет. Врет, Колобок уйдет. Он от зайца ушел, от волка, даже от медведя этого вашего русского ушел. Правда, от лисы не ушел, потому что лиса – это Запад. Она не в лоб действует, а дипломатией берет, переговорами. А с дипломатией в России сейчас явные проблемы. Главного путинского дипломата ждут только в передовых странах – в Уганде и Эфиопии. Угорел в Уганде. Как отметила Мария Захарова, это не затуманенный экран, это дым от воскурений. Воскурений. Звучит как-то не по-православному. По-православному должно быть воскресений. Но страсть к запрещенным веществам оказалась сильнее заповедей. После воскурения Лаврова понесло, и у нас есть уникальные кадры его выступления. Такие дипломатические этюды очень энергозатратные. Но тут на помощь дипломатии приходит российская наука. Дмитрий Рогозин на своем посту только угрожал Илону Маску техническим превосходством. Вот что за неполный месяц смог предъявить новый глава Роскосмоса Юрий Борисов. Как тебе такое, Илон Маск? Они людей заряжают. Кстати, Лавров от 12 вольт работает. Там, правда, переходник нужен, но можно и батарейки в него засунуть. Пальчиковые, но большие. Кстати, именно в Африке Лавров заявил, что помимо России и Турции украинские судна с зерном будут охранять еще одна страна. Правда, он не сказал, какая. А мы знаем, какая. Слушай, я целую страну выдумал. Волшебную, необыкновенную. Всю ночь ее выдумывал. Еле-еле выговорил. Тили-мили трямдия. Там все ходят на головах. А после воскресного воскурения и не такое выдумаешь. Кстати, давайте разберем новые технологии и современные решения, которые облегчают жизнь россиянцев. Заряжаемый Лавров – это только начало хай-тека. На Алтае прошел концерт в честь открытия контейнера для сортировки мусора. Неси с собой обиды дым, невыгодно. Так легче плыть от берега до берега. Во-первых, было бы желание праздновать, но повод всегда найдется. Странно, что открытие мусорки не приурочили к Дню полиции. Как говорится, кесарю кесарево, а мусором мусорское. Во-вторых, есть явная проблема с распределением бюджета. Когда на банкет выделяется больше, чем на то, в честь чего устраивают. Это сон какой-то. Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. Чудеса инноваций на это не заканчиваются. В России нашли замену уходящей IKEA.
Как заявил начальник отдела трудовой адаптации осужденных, исправительные колонии могут занять место IKEA. Мол, тюрьмы предлагают лучшее качество мебели по более низкой цене. И правда, так хочется увидеть их новый каталог, где все выполнено из экологически чистых материалов, в основном, конечно, из хлебного мякиша. Особым спросом будут пользоваться чефирные сервизы и торшеры из капельниц. IKEA славилась тем, что все было компактно и функционально. А кто, как не зэки, знают, что на 6 кроватях могут спать 20 человек. Ну и, конечно, будет решена проблема с этими непонятными длинными шведскими названиями. Все коротко и ясно. Шконка, очко, кормушка, шмон. Ну вот и каталог готов. Добро пожаловать на презентацию. Ну, давайте без лишнего сарказма. В России растет спрос на новые технологии. А все новое – это хорошо забытые старые. И вот на 54% вырос спрос на тамагочи. А ведь это единственная возможность для россиян хоть чем-то управлять своей жизнью. Ты вправе выбирать, убирать какашки со своим тамагочи или нет, кормить или морить голодом, позволить развлекаться или нет. Все, что делает Путин с россиянами, россияне могут делать с тамагочи. Ну, а что мы о грустном? Давайте о хорошем. В России регламентировали патриотизм. Первое это сделала Мария Захарова в своей фотографии. Она выложила фотографию с цветами, подписав «Почти триколор». Дорогая, почему почти? Она блондинка, белый, цветы на фотографии красные, а лицо синее. Все сходится. Вы тут не размывайте нам тосты, ладно? Знакомство. Знакомство, но я очарован. После первого не закусываю. Во-вторых, колорадская лента, ну или как ее называют в России, георгиевская, больше не может быть подвязана на хер. Так и сказали. В России нельзя повязывать георгиевские ленточки на пенисы. Ну все, никакого теперь тебе патриотического дикпика. А случаи, видимо, были. И на 9 мая женщины России будут лишены самого патриотического подката, где под гимн России поднимается его Искандер в праздничной упаковке. Тем временем новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о значении специальной военной операции. Сегодня специальная военная операция – это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, отвоевать эту территорию от нацизма и фашизма. Не завоеватели, а отвоевали. Но давайте проведем полное филологическое расследование других возможных приставок в нашей рубрике «Приставочная Россия». Провоеватели – это те, кто провоевал бюджет на оборонку. Некоторых, говорят, уже судят, но, как говорится, не суди и не судим будешь. Сядут все, кто доживет. Типа воеватели. Это Кадыров и прочие тик-ток-войска, много шума из ничего. На воеватели. Это те, кто уже прошел специальную военную операцию и теперь аккуратно сложен в коробочку, а родители могут спокойно разъезжать на новенькой белой ладе. Недовоеватели. Это представители диванных войск, которые сражаются за монитором. За ним же едят, спят и как-то вот пытаются функционировать. Ну вот Литва заявила, что опять не будет пропускать грузы в Калининград. Как вы к этому относитесь? Ну, знаете, я очень рада, что эта проблема уже обозначилась. Теперь нам всем, россиянам, очевидно, что у Литвы просто не должно быть такой возможности. Вы имеете в виду территориально? Да. А раз речь пошла о балтийских странах, то к новостям оттуда. Власти Эстонии ввели 5-летний запрет на въезд участникам российской группы «Руки вверх». И теперь, по мнению Марии Захаровой, Эстония превратилась в репрессивное государство, в котором установилась диктатура, и в котором у метрополитена не стоят девчонки в юбках по колено. Кстати, а вы знаете стереотип, что до эстонцев все медленно доходит? Так вот, видимо, они увидели фамилию солиста Жуков, подумали, что от Сталина, а им это нафиг не надо. Кстати, «Руки вверх», как и любые другие российские исполнители, запрещены в Литве. Скоро, видимо, будут запрещены и в Латвии. 3 верных друзей, на-на-на, только нет атамана. А Литве, Латвии и Эстонии этот атаман и даром не нужен. И еще одна новость.
В Москве и в Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, которые будут обслуживать дипломатов, консулов и их семьи. Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный не подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. Платить за покупки в таких дьюти-фри разрешили рублями, долларами или евро. И ценники напишут в этих валютах. Это же как раньше в магазинах «Березка». Ждем возвращения видеосалонов, компьютерных клубов, а также валютных проституток. Некоторые из них, полагаю, можно будет увидеть на открытии этих магазинов. Осталось выбрать лицо новой сети магазинов. А там, где есть березки и патриотизм, должен быть и Безруков. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? В новой «Березке» будут продавать алкоголь, сигареты, духи и прочие заграничные шоколадки. А в скором будущем, вероятно, и все то, что намародерят в Украине главные импортеры нынешней России – буряты. Стиральные машины, телевизоры, будки для собак. Правда, все это будет БУ, а новые времена диктуют новые правила БУ в России, сейчас расшифровывается как «было в Україні». І наостанок. Незважаючи на те, що російська влада запевняє, що все в них йде за планом, і так, як вони задумали заздалегідь, правда полягає в тому, що все зовсім не так. Їхнє бажання взяти Київ за 3 дні обернулося довгими місяцями опором усієї України. Їхнє бажання відсунути західну загрозу обернулося тим, що кордони НАТО розширюються. Росія дорівнює ізгою, а їхня економіка... Мы видим, что экономика находится на... Супер. Справді смішна ця російська економіка. Але на цьому все. Бережіть себе та до нових зустрічей. Бувай!